День благодарения в Нью-Йорке – это праздник, который ждут весь год. Воздушные шары, оркестры, толпы людей, улыбающиеся дети и невероятная атмосфера праздника. В голове рисуется идеальная картина. Яркое солнце, мороженое в руках, крики восторга и громкая музыка, звучащая из каждого угла. Все как в фильмах, где Нью-Йорк всегда сверкает и праздники проходят идеально. В этом году я решила стать частью этого мероприятия и собственными глазами увидеть знаменитый парад Мэйсис. Так сказать, почувствовать дух праздника, вдохнуть аромат корицы и кофе, смешанный с запахом радости и счастья. Но Нью-Йорк решил: нет, так легко не получится. Вместо солнца свинцовое небо, вместо мороженого мокрые джинсы и вместо шаров, но об этом позже. Добро пожаловать в День Благодарения, версия нью-йоркского ливня. Прячусь под зонтом от ливня. Сегодня у нас День Благодарения, я приехала в Сити. К сожалению, кроме зонтиков пока ничего не видно, но вот должен сейчас начаться парад. В общем, дело дрянь. Прорваться поближе у меня не получилось. Я вернулась на то же место, где я стояла. Я вся мокрая уже, по самые коленки. Крис тоже весь мокрый. Не, ну он, конечно, симпатичный. Симпатичный, ничего не скажешь, но почему так нечасто? Красивый. Да. И все. Получается, все, он прошел, сейчас опять тишина. Опять мы ждем, я не знаю, там, ну не 10 минут, конечно, ну пару минут точно ждем, опять кто-то появляется. Кристиан снимает влог. Для влога недовольные лица людей, которые разочарованы и возвращаются просто обратно. разворачивается и уходит. Думаю, да ну нафиг. Я встал в 6 утра, свой единственный выходной на этой неделе. Чтобы что? Чтобы приехать сюда потолкаться. Действительно все уходят. Да, Так, мы делаем шаг вперед. Не могу сказать, что это какое-то полное разочарование, но я вообще представляла, что такое парад. Ты стоишь, смотришь, под музыкальное сопровождение идет парад. Шествие какое-то, не знаю, там воздушные шары, оркестр, звери, все что угодно. Здесь же сейчас вот мы стоим в ожидании чуда, толпа, и, как, знаете, в час по чайной ложке проходит какая-то одна. Ждем еще где-то там минут 5. Если ничего не происходит, уходим. Так. Вот он. Вот этот шар я ждала 2 часа. Это уже что-то поинтереснее. Ладно, забираю свои слова обратно. Хорош. Короче, немножко истории. Первый парад в честь Дня Благодарения был организован компанией Macy's. Это типа ДЛТ, ЦУМ, только покруче. В 1924 году. Так как большая часть коллектива компании Macy's это были испаноязычные люди, эта музыка играет, да? А в их культуре. Да. Потом расскажу, ребят.
Мы ушли. Сейчас мы на Таймс-сквер. Как говорится, если ну вот что-то вот сразу не пошло. Началось все с погоды, поэтому, наверное, вообще не стоило. Хотя почему нет? Для истории и все-таки получится, пусть небольшой, но тем не менее вложек. Таймс-сквер, конечно, я вам уже показывала, мне кажется, неоднократно. Блин, смотрите, какой Нью-Йорк красивый. Даже в дождь. Коты. Сейчас хотелось бы выпить горячий кофе, может даже позавтракать. Я еще сегодня не ела. А у меня уже и пробежка была, чего только не было. И под дождем я побывала. Мне хочется перекусить, попить кофе. Визитная карточка Нью-Йорка. Эти желтые трубы, паровое отопление. 21 век. Мы нашли какую-то кофейню, точнее кафе, где готовят завтраки. Ну, Google говорит, что кафе открыто, но это может быть не точно, потому что сегодня праздник. Решили дойти, раз мы уже здесь. Спешить нам некуда. 9 минут идти. Правильно мы ее? Друзья, настроение мы создаем сами себе. Поэтому в любую непогоду нужно улыбаться. Даже когда ты хлюпаешь в собственных ботинках. Сейчас реально. Я. Сейчас в туалете выжимала носки. Неплохо. Все очень не быстро. Сколько мы уже здесь сидим? Минут 40? Да. Минут 40, да? Полчаса. В общем, за полчаса нам только принесли кофе. Людей много. Не мы одни решили сегодня не участвовать в параде. Нас таких много, поэтому у них безняк. Ну, хотя бы кофе дали уже. Thank you so much. I got it for you, all right? Oh, thanks. Why would the whole Cabernet Sauvignon? Come right up. Just one? Yeah. Enjoy now. Bon appétit. Выглядит достаточно неплохо, поэтому приступим. Уже не заливает, но еще какой-то мелкий капает. Слепой дождик, грибной. Какой он разный. Я про Нью-Йорк, да? Абсолютно новое здание. Потом за ним находится какой-то полуразрушенный дом. Вот можно видеть торцевую стену. Сзади билдинг. Это жилой дом, коричневый вот этот. Все это как будто бы смотрится как, на мой взгляд, по крайней мере, как такой каламбур. Для меня все как будто бы очень даже гармонично для Нью-Йорка. Как будто бы он такой и должен быть. Весь разный. Смотри, какая штучка у него на зонтике, да? Видишь? Колпачок у него, чтобы вода не заливалась или что это? Интересная конструкция. Это чтобы натягивать. А, это чехол? Выглядит все равно как... Ну да. Нет, это ребенок в шлепках. Кристиан говорит, это ребенок в шлепках или это карлик? Ну, или это маленький человек? Нет, это... Я хочу быть толерантным просто.
Нет, Кристиан, это не маленький человек, это ребенок. Просто человек идет, у него татуировка под глазами, слезы. Помните, такой фильм был «Плакса»? И он... Да? Идет и время от времени, глаза у него закрыты, под глазами вот эти капли, татуировки в виде капель. И время от времени он выкидывает руку вперед, ну как боец. Стреляет. Да, стреляет. Никогда не знаешь, на кого ты можешь наткнуться или какую сложность выхватить в Нью-Йорке. Решила немножко рассказать об этом прекрасном празднике, несмотря на то, что не удалось побывать в полной мере на параде, где я, собственно, хотела этим поделиться с вами. Возможно, вы знаете, но, как говорится, повторением отвлечения, праздник уходит своими корнями в 17 век, а точнее в 1620 год. Связан он в первую очередь с пилигримами. Нью-Йорк, да? Не говорю. Сейчас такой ужас был. Ты видел его? Это переселенцы религиозные, которые в 1620 году пришвартовались у берегов. Ну, тогда еще не было такого штата, как Массачусетс. Сейчас это штат Массачусетс. Столицей является город Бостон. В экспедиции приняло участие 102 человека. В первый год жизни погибло 60 человек. И в первый год их пребывания здесь им помогали местные. Коренное население. Да, они научили их выращивать кукурузу, фасоль, научили их охотиться и прочее. И осенью 1621 года пилигримы решили отблагодарить коренное население, то есть индейцев. И пригласили их, то есть какое-то определенное племя это было, пригласили их на праздник, скажем так, День Благодарения. Что они вырастили за год, то и представили на стол. Это вот индюшка, кукуруза, тыква и прочие продукты, что сейчас являются символом этого праздника. Но национальным праздником День Благодарения стал уже где-то в середине 19 века. Линкольн приобщил этот праздник к национальному. Прерываемся на короткую рекламу. Друзья мои, спасибо за просмотр. Надеюсь на вашу поддержку в виде лайка либо комментария. С вами увидимся в ближайшее время, обещаю. Может быть, это будет даже лайв. Когда-нибудь смогу выйти нормально в эфир. Пока.